Привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале о русском по-русски. Сегодня 5-я часть видео, где я отвечаю на ваши вопросы. Вы задавали мне их под разными видео, и я все сохранила. Кстати, я сейчас в новой квартире, и я помню, что обещала вам показать ее. Но пока показывать нечего, потому что здесь есть я, кровать моей собаки. Я сейчас сижу на его кровати, потому что больше здесь ничего нет, кроме огромного количества коробок. Вчера мы частично перевезли только часть вещей, но не переехали пока сами, потому что нужно работать, а интернета здесь нет. Поэтому пока я живу на 2 дома. Работаю первую половину дня в квартире, где мы раньше жили, и сейчас еще чуть-чуть живем, и вторую половину дня я здесь. И сейчас как раз я жду, когда мне привезут мебель, а еще должен прийти маляр, чтобы покрасить стену в спальне. Она будет зеленая. Надеюсь, это будет красиво смотреться. Так, ну что, я закрыла окно и умираю от жары, но, надеюсь, вам не будет мешать шум. Давайте отвечать на вопросы. Вопросов было много, может быть, я разделю их на 2 части, посмотрим. Итак, первый вопрос. Большое спасибо за эти уроки. Я австриец и живу недалеко от Вены, и мне очень нравится ваше обучение. Ты уже была в Австрии? Спасибо большое, я рада, что вам нравится то, что я делаю. Я была в Австрии, но была 2 или 3 раза. Честно говоря, я не помню, потому что я была только в Вене, и была в Вене всегда проездом. Это значит, что Вена не была городом назначения. Я не ехала в Вену специально. Я ехала или летела в другую страну, а в Вене у меня была пересадка. Я помню, что первый раз я была в Вене, когда мы ехали, кажется, Откуда же мы ехали? Я не помню, откуда мы ехали, но второй раз я была в Вене, когда мы, кажется, летели откуда-то В общем, я не помню, когда я была в Вене, но я точно была там с пересадкой. И я, конечно, думаю, что Вена – это не Австрия, так же, как Москва – это не Россия. Наверное, нужно увидеть другие города, чтобы понять, какая страна на самом деле. Я думаю, что Австрия прекрасная страна, и я бы хотела туда поехать, но не проездом, а приехать и пообщаться с людьми. У меня было много студентов из Австрии, все они были очень приятными людьми. Мне кажется, я не могу сказать о какой-то национальности или нации, что они неприятные люди. Но австрийцы очень приятные люди, поэтому я была бы рада побывать в Австрии еще раз. Хорошо, давайте посмотрим на следующий вопрос. Здравствуйте, спасибо вам огромное. А можете рассказать о лучшем воспоминании в жизни? И еще, какие трудности были у вас на учебе? Бакалавр, магистратура. Так, во-первых, пожалуйста. И давайте я расскажу о воспоминаниях. К счастью, у меня много воспоминаний, которые я могла бы назвать лучшими. И я благодарна, что в моей жизни так случилось. Но, наверное, самое яркое воспоминание – это моя поездка в Южную Корею на стажировку. Просто потому, что это была моя первая страна в Азии. Это была первая страна, куда я поехала одна. И это было сложно, но в то же время это было очень интересно. И сейчас, 4 или даже 4,5 года спустя, я понимаю, какой я везунчик. Как мне на самом деле повезло. Тогда, конечно, я тоже это осознавала, но сейчас я, наверное, более сознательно подхожу к этому. Ну и, конечно, у меня было много других воспоминаний, я могу об этом рассказывать час, поэтому пусть это будет моим лучшим воспоминанием. И вы также спросили меня, какие были трудности во время учебы. Ну, мне кажется, что учеба на филологическом факультете – это одна большая трудность. И если когда-нибудь мой ребенок захочет учиться на филологическом факультете, может быть, я скажу ему, что не надо это делать, потому что нужно очень много читать, очень много учить наизусть, и это просто трудно физически столько выучить.
и очень много времени тратится на это. Конечно, это не бесполезная трата времени, но сейчас я немного жалею о том, что слишком времени уделяла учебе. Да, сейчас я хороший специалист, но можно сказать, что я потеряла чуть-чуть то время, в которое я могла бы чуть больше путешествовать, чуть больше развлекаться. У меня есть некоторый синдром отличника, и я считаю, что это очень плохо. Раньше я это не понимала, но сейчас, уже выйдя из студенческого возраста и уже не будучи студенткой, я понимаю, что с одной стороны я поступала немного глупо, но с другой стороны я хороший специалист, я надеюсь на это, и может быть это все благодаря моему синдрому отличника. Так, вы понимаете, я в новом доме, в новой квартире, поэтому соседи или рабочие стучат, и я заранее прошу прощения за этот звук. Так, читаем дальше. Что еще за вопросы были? Здравствуйте, я ценю русский язык, а вы очень. Нет комплексной программы обучения на русском языке. Какая разница между количеством людей, которых вы обучаете в интернете, и количеством студентов, которых вы обучаете в Институте международных отношений? Имея это в виду, вы можете составить общую программу русского языка на YouTube? Так, я надеюсь, что я правильно поняла ваши вопросы, и вы спрашиваете о том, сколько студентов я обучаю в МГИМО, а сколько в интернете. Так, во-первых, с прошлого уже семестра я не штатный преподаватель МГИМО, и я буду работать там только по договору. Это значит, что мне предлагают группу, и я могу согласиться или не согласиться. Поэтому я сейчас не могу, наверное, ответить на этот вопрос, потому что сейчас все изменится. У меня не так много учеников, с которыми я занимаюсь онлайн, и большая часть этих учеников – это русские школьники, которые готовятся к экзамену, к единому государственному экзамену по русскому языку или по литературе. Поэтому мне очень трудно сказать, какая разница между количеством. И вы спросили меня также об общей программе. Это сложный вопрос, потому что есть много разных программ, и программы по иностранному языку обычно пишут под определенный профиль обучения. Например, если студент обучается на филологическом факультете, у него будет одна программа. Если он обучается, например, на факультете международных отношений, у него будет абсолютно другая программа. Поэтому общую программу, наверное, очень сложно составить, но вы можете взять любой учебник русского языка разных уровней А1, А2, Б1, Б2, С1 и посмотреть, что вам предлагают авторы. И это, в принципе, можно назвать общей программой, которую вы можете использовать. То есть стандартный курс русского языка, не рассчитанный на какой-то определенный профиль. Нет какого-то направления. Вы не будете изучать специальную лексику, не будете читать специальные тексты. Это будет общий курс русского языка. Я сейчас не планирую создавать какую-то программу, просто потому, что моя цель на моем канале – это база стандартных видео, которые я могла бы использовать в своей работе. Набор видео, который может использовать любой студент, чтобы изучать русский язык в рамках общего курса русского языка. То есть это стандартные видео о грамматике, о лексике и так далее. Потому что я не снимаю видео для какого-то определенного профиля. Все могут использовать мои видео. Я надеюсь, что я правильно поняла ваш вопрос. Если нет, исправьте меня, пожалуйста, в комментариях, и в следующем видео я отвечу на правильный вопрос. Следующий вопрос. Здравствуйте, я иностранец. Сейчас я учусь в университете НГУ. Я первый раз смотрю ваши видео, и мне очень нравится. Спасибо вам. Скажите мне, пожалуйста, вы были в Новосибирске? Это хорошее и красивое место в России. Я уверена, что это хорошее и красивое место, и я бы очень хотела побывать в этой части России. Но, к сожалению, пока не получилось, но в будущем я планирую поехать туда. Поэтому, может быть, если я там буду, если буду собираться туда, я напишу на своем канале сообщение: я еду в Новосибирск. Подскажите мне, что посмотреть, и вы дадите мне ваш комментарий. Хорошо, следующий вопрос. Здравствуйте, Ирина. Современный русский язык насколько отличается от старого русского языка? Были ли изменения грамматики и буквы?
Конечно, очень отличается. Я могу посоветовать вам вот это видео. Это то, что я обычно советую своим русским студентам, если они интересуются этой проблемой. Ну и реже все-таки этим интересуются иностранные студенты. Но, думаю, вам будет полезно. Следующий вопрос. Были ли вы когда-нибудь в Украине? Да, я была в Украине и была в Киеве, и я влюбилась в этот город. Он одновременно и молодежный, и не молодежный, и современный, и несовременный, и мне нравится такое сочетание. Я бы хотела поехать туда еще, но у меня есть в планах обязательно посетить Львов. В этот город я тоже очень хочу. Так, следующий вопрос. Привет, Ира, как ты думаешь, мне 35 лет, я хочу изучать русский язык. Мне не поздно? Имею в виду, все равно забуду или не смогу выучить. Я думаю, что изучать иностранный язык никогда не поздно. И вообще учиться чему-то не поздно никогда. Главное, чтобы вы хотели этого. И если у вас есть желание, значит начинайте учить. И подумайте, зачем вы это делаете. Если вы делаете для себя, то не нужно сравнивать себя с кем-то другим. Если вы учите для того, чтобы сдать экзамен на сертификат, тогда вот ваша цель, смело идите к ней. А если вы учите только ради себя, просто получайте наслаждение и изучайте язык в своем темпе. Не нужно бежать впереди паровоза, как мы часто говорим по-русски. Так что учите, и я желаю вам удачи. Следующий вопрос, и я думаю, что это последний вопрос, на который я сегодня отвечу, а остальные вопросы будут в 6-й части видео. Здравствуйте, Ира. Привет из Турции. Вы занимаетесь спортом? У вас есть или нет футбольные команды или нет их? Ну, я думаю, что в России, конечно, есть футбольные команды. Я знаю «Зенит», «Спартак», но знаю только названия. Я не очень люблю футбол и футбольные матчи, и только иногда смотрю, если хожу с друзьями куда-то, и там показывают футбол, или, например, когда приезжаю к родителям, и они смотрят. Но большого удовольствия от футбола я не получаю. Но я занимаюсь спортом, иногда мне нравится заниматься йогой, мне нравится бегать. В последнее время я очень много бегаю, просто потому что бег, как мне кажется, проветривает голову. Напишите мне, кстати, в комментариях, чем вы любите заниматься в свободное время. Мне будет очень интересно узнать, может быть, я открою для себя что-то новое. Так, ну что, я заканчиваю ответы на вопросы, потому что сейчас мне привезут мебель, и мне нужно будет всем этим заниматься, но я отвечу на другую часть вопросов в 6-й части видео. Там будут очень интересные вопросы, поэтому не пропустите эту часть. Изучайте русский язык с желанием и в том темпе, в котором вам комфортно. Получайте удовольствие от изучения языка. У вас все получится, и 35, 40, 50, 60 лет – это не поздно. Желаю вам удачи в изучении русского языка и увидимся с вами в следующем видео. Пока!